Монтируем коробку передач. Заказал новые подшипники. Вот это двойной. То есть вот 4 подшипника и 3 сальника. И под каждую шестеренку на вторичном вале тоже идут игольчатые подшипники. Это я заказал у дилера ураловского. СКФ подшипники прибыли от поставщика. Сделаны они в Аргентине. Сальники сделаны в Китае. Проблема заключается в том, что здесь в задней крышке прослаблено посадочное место под подшипник. Это у нас 204. Он, в принципе, от руки туда заходит почти без натяга, ну и, соответственно, легко извлекается. Также прослаблена посадка 304 подшипника. Вот он сюда от руки входит и выходит. Это передняя часть главного вала. Вот в чем была проблема. Видимо, вот этот подшипник и шумел, так как у него внутренняя обойма свободно скользила по валу, вот, с люфтом с большим. Видимо, в процессе работы при переключении на 4-ю передачу отсюда шел звон. Он был реально ощутим. Вот еще одна проблема, которая указывала на износ подшипников или шестеренок или валов, это еж из стальной стружки на маслозаливной пробке, на магнитике. Последние 5 заездов я проверял маслозаливную пробку и чистил ее от стружки. На сегодня задача установить новые подшипники и сальники. 2 RSH C3 это клиренс. Я почитал про зазор C3 клиренс, так называемый, с которым идут все подшипники. Это значит больше, чем нормальный зазор, и он должен быть использован, где подшипник садится плотно на вал и в посадочное место, или получает тепло извне. Я так понимаю, он разогревается, металл расширяется, и этот зазор становится меньше или становится номинальным при работе в таких условиях. Вот для чего нужен больше, чем нормальный клиренс. С 304 снимаю все накладки с двух сторон. Можно было оставить с одной стороны накладку, но у нас за 304 подшипником будет еще идти шестеренка спидометра, которая тоже должна получать смазку. Так, меняем игольчатый подшипник на шестеренке 4-й передачи. Шестеренка идет сюда. И прижимается кольцом. Ну, люфта, что на старой, что на новой, что на старом, что на новом подшипнике я не замечаю. Поменял на всякий случай. Подшипники на 2-ю и 3-ю передачу я менять не буду. Для этого, чтобы поменять, нужно будет снять стопорные колечки. Вот. И соответственно, вытащить шестеренку, поменять. Но я здесь никаких проблем, никаких люфтов абсолютно не вижу. Оставлю так. Собираем первую.
Перед запрессовкой стоит все протереть, продуть. И посадочное место на валу немножко смазать маслом. Пресс стоит подготовить на высоту вала. Так, ладно, опустим еще немного. Так как шестеренки сваливаются, я их закрепил на проволочку, которую потом при обжиме сниму. Задний подшипник вторичного вала сел легко. Я его не могу вытащить. Может и не надо. Но он буквально зашел от руки. Я сейчас хочу попробовать, легко ли он будет сниматься. Я решил снять подшипник и капнуть туда немножко 638-го локтайта. Надо это дело зачистить, обезжирить. Внутреннюю обойму, посадочное место на валу. Ну и одеваем его. Сейчас не идет ничего. Опа, вот и все. Одна из сторон идет к хвостовику, а вот эта сторона пойдет внутрь. Нанести герметик. Его было очень с избытком положено здесь заводом. Тоже экономить не будем. И потом прижмем это все дело резинкой.
Я думаю, такого уплотнения достаточно. Пускай сохнет. Обезжириваем места посадки. Можно наносить втулочный фиксатор. Стараемся равномерно нанести. Сцепляем их вместе. Вот так, вот так. Закрываем крышку, чтобы они ровненько отцентровались. О, отлично, все. Сюда ровненько выступил подшипник первичного вала, значит, он вошел чуть-чуть в свое посадочное место, значит, валы отцентрированы. Теперь пускай этот зеленый втулочный фиксатор там засыхает. Оставлю на сутки. Прошли сутки. Я забыл запрессовать сюда втулочку. Значит, здесь подшипник будет уплотняться резинкой уплотнительной, и далее будет наверх запрессована втулочка, по которой тоже будет бегать сальник. Сейчас, наверное, всю эту конструкцию понесу под пресс, выставлю ровно и запрессую ее. Вот нашел головку, подходящую по размеру. Отлично пошла. Еще одна проблемка, которую хотелось бы решить, это пластина, которая прилегает к датчику нейтрали. Она должна вот где-то, я бы думаю, вот так вот где-то должна хотя бы быть и хорошо пружинить. Главное ее, конечно, не сломать здесь. Как-то подогнуть, наверное. Теперь заведу ее в паз. Ну вот так, наверное. Одеваем вилки переключения передач в соответствующие муфты. Сюда и вот сюда. Так должно выглядеть. Сюда. Потом должны... Шток должен зайти на свое посадочное место. Далее устанавливаем вал кикстартера. Паз под клин должен смотреть на регулировочные болты. Отлично.
эта шпилька, предназначена для фиксации пружины, должна смотреть на рычаг переключения задней передачи. Вот сюда. Это потом понадобится при взводе пружины. Далее мы переводим коробку передач в нейтральное положение. Вот сюда. Следим за тем, чтобы муфты не входили в зацепление с шестеренками. Заводим механизм переключения задней передачи. Выскочило здесь у нас все подряд. Вот сюда. Фиксируем втулкой. Которая должна встать на свое посадочное место. И далее заводим сюда вилочку. Вот так. Вот я немножко подогнул. Ключ на 13. И одеваем пружину кикстартера. Цепляем ее за шпильку. Ее этой стороной не удастся одеть. Только так. Так, сейчас одеваем сальник, который будет работать в паре с этой втулочкой первичного вала. Сальник запрессовывается в крышку. Предварительно протираем. 20 на 40 на 10. Так, ну здесь сальники я, к сожалению, предварительно забыл установить. Будем устанавливать сейчас. Сальник на вал кикстартера 32 на 45 на 7. Помазываем маслом. Аккуратненько. Насаживаем. Да, он равномерно осажен. Далее надеваем сальник на подхвостовик. Его размеры 36-47 на 7. Ставим смазку. Может, от руки даже пойдет. Равномерно. Так, все, он вошел за подлицо ровненько. В принципе, я думаю, можно одевать крышку. Пока коробка передач открыта, смазываем маслом шестеренки, валы, соединения и так далее. Как можно больше масла.
Все перепроверяем еще раз, чтобы шпильки, втулки сидели на своем месте. Пружина была одета. Шток направлен в нужное положение. Значит, у меня сейчас установлена нейтральная передача. Вот так и будем запрессовывать. Ну и все-таки я решил нанести на подшипники тончайший слой фиксатора, втулочного фиксатора. Очень-очень тонкий слой. Одеваем эту крышку. Что-то с пружинкой случилось. Дело, как всегда. Так, взводим пружину кикстартера. Значит, мы должны найти ключик. Мы в эту сторону можем вращать, в другую уже нет. Так, и, значит, мы должны ее нажать, зажать вал и против часовой стрелки начинаем заводить пружину. Коробка передач должна быть в нейтральном положении. К сожалению, не получилось нормально заснять. Я оставлю ссылку в описании к видео на ролик, где очень хорошо показан взвод пружин. В результате слышен характерный щелчок. Вал отскакивает немножко вверх. Вот так. Перепроверяем. Прокручивание. Болты под шестигранник я обезжирил. Садим на синий резьбовой фиксатор. Так, ну что, проверяем переключение передач. Это у нас первая, нейтральная,
задняя. Вторая. Третья. Четвертая. Убираем остатки герметика. Ставим хвостовик, обезжириваем шайбу. На всякий случай наносим герметик между шлицами. Устанавливаем шайбу. Излишки протираем. Аккуратно насаживаем хвостовик. Гайку решил посадить на резьбовой фиксатор. У меня еще и не вылазит головка туда, я ее обточил немного болгаркой. Установим кикстартер. Так, ну предварительно поставим шайбу, и у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 уплотнительных колец. И здесь видно, что сальник еще требуется немного запрессовать. Клин всячески отказывается заходить, поэтому я решил, может, я сальник плохо осадил, поэтому я решил немножко поднажать. И попробую. Вот, клин наконец-то пошел. Третий вечер сборки. Я обнаружил, что слишком сильно оттянул пластину датчика нейтральной передачи, из-за чего пришлось вывернуть регулировочный болт должно на, наверное, на 4 миллиметра. Оказывается, пластину можно было на 1-2 миллиметра всего отогнуть. Этого бы хватило. Но придется ездить вот так. Значит, я подсоединил тестер. Один щуп на массу коробки, второй на датчик. Коробка сейчас на второй передаче. При переключении на нейтралку должен быть сигнал. Вот это нейтралка. Лампочка загорится. Это первая передача. Опять нейтралка. Вторая. Продемонстрирую еще вблизи. Это первая передача. Вот нейтралка. Как раз в этом положении у нас шарик соприкасается с пластиной. И вот на второй передаче пластина немного меняет положение, но все равно очень близко находится к шарику. Наносим герметик на край.
Сейчас сделаем контрольную проверку. Это нейтралка. Где наш сигнал? Еще надо было на полоборота. Первая нейтралка. Вторая. Второй не звенит. Механизм выжима сцепления новый. Вернее, как новый. Полежал, видимо, на складе. Надо будет почистить. И старый. Здесь видно, что опорный подшипник разбит полностью. Ползун в порядке. Уплотнительные колечки немножко изношены, резиновые. Вот. Но нареканий никаких на механизм не было. Он работал, никаких звуков, никаких подтеков. Все нормально работало. Сам шток практически выработки не имеет. Можно будет его еще использовать. Ну, раз есть новый, будем, конечно, ставить новый. Опорный подшипничек имеет вот такой люфт, но я думаю, он будет в ползуне прижиматься. Протираем перед установкой. Обильно промазываем все детали маслом. Теперь проверим, что наконечник стал на место. Рычаг, ступенчатый винт, довольно изношен. Да, нужно будет заложить смазку. Вот, универсальная смазка. Конечно, ползун легко осаживается. Это все. Вот это старая муфта. С этой стороны она идет к кардану. Вот этой стороной к хвостовику. У нее износ. В принципе, как запасная подойдет. Вот это новая. Точно такая же. С кромочкой. Я уже нанес смазку универсальную. И теперь надо будет просто насадить муфту. Установка коробки передач — это отдельная тема. Главное убедиться, чтобы шток сцепления зашел на место. Не спеша.
это все дело устанавливается. Ну и я уже проехал, все собрал и проехал где-то километров 30 на вновь собранной коробке. Ну, собственно, подтеков не обнаружено. Все сухо. Из-под сальников не течет. Из-под муфты тоже. Шумов нету. В общем, будем ездить.